привет, с вами Олег, и вы на канале Table Tennis for You. Сегодня у нас новый обзор. Давно не было новых видео обзоров инвентаря, но теперь мы снова возвращаемся, снова начинаем тестировать крутые новинки. Это накладка Butterfly Energy 19, которая анонсирована в продажу 1 марта компания Butterfly. Все ее очень ждали, наконец-то удалось ее протестировать. Отдельное спасибо человеку, который в этом помог. Будем тестировать ее на основании Butterfly Mizutani ZLC с Xylon карбоном. Отличный вариант для современной нападающей игры. И, конечно, раскроем ее игровой потенциал, проиграем ее во всех игровых элементах, расскажем, сравним с аналогами, с более похожими накладками от Butterfly, опять же, Tonic, Axioma и других фирм. Посмотрим, что из этого получится. Самому интересно, все очень ждали ее выход, тест, поэтому поехали. Это накладка для игры под право или под лево. Я играл не как слева, так и справа. Не могу выделить конкретную сторону, которая она сидит лучше. Что слева она классно сидит, и плоская игра присутствует, и отличное вращательное движение. Что справа это делается легко и непринужденно. То есть можно перекрутить, можно срезать. Контроль при приеме подач отличный. Очень хорошая короткая игра. Не могу отметить что-то конкретное по поводу того, на какой стороне она лучше сидит. Все рядом.
Денис взял Energy 19 справа, сейчас будет вращать. Кому подойдет эта накладка? Конечно же, она подойдет всем тем игрокам, которые раскроют ее игровой потенциал, а это игроки с высоким уровнем игры, которые играют в агрессивный нападающий настольный теннис, более продвинутые любители и профессионалы, которые действительно смогут оценить ее и знают, для чего она нужна. Игрокам с начинающим уровнем игры я ее не рекомендую, потому что, опять же, вы не поймете всех ее плюсов и не раскроете ее из-за того, что у вас просто недостаточно техники и вы не справитесь с ее скоростью. Мой совет. Для игроков All-Round, например, можно взять на небыстром основании, я думаю, она будет отлично, потому что я пробовал другие серии Energy на небыстрых основаниях. Не могу сказать, что это сильно быстро летит, то есть можно справиться, и эта накладка в частности подойдет под эту игру. Для защитников, я думаю, лучше брать толщину 1.9, потому что она позволит меньше ошибаться в всех технических элементах, которые демонстрируют нам игроки защитного плана. Для нападающих же это максимальная толщина, лучше для игры подойдет, это 2.1 у Butterfly. Вот как-то так. Моя не так вообще видит. Намного контрольнее. Вот и вращай. Вращение, вот оно видно, как мяч зависает. На базу. Я ухожу. Ой, конечно. Да я вот стараюсь, ты это прав.
Так, сейчас будем скручивать подачи накладкой Tenor G19. Поехали. Сравниваю с другими накладками. В первую очередь не могу ее сравнить с другими накладками, потому что Butterfly Tenor это серия такая, которая несравнима с другими накладками. Почему? Потому что очень классное чувство вращения, чувство мяча, чувство задержки, которого у других фирм просто нету. То есть я играю аксиомом, я очень рад и доволен своими накладками, но когда ты вращаешь мяч, я не могу четко почувствовать, куда я его направлю. Здесь же это вот первые мои топсы, я сразу чувствую, куда полетит мяч, как его направить, с каким вращением, как усилить. Это все чувствуется очень легко, поэтому Tenor же есть Tenor же, Butterfly есть Butterfly, в этом не ищите аналогов. Если хотите действительно максимум выжать от инвентаря, то, конечно же, стоит выбирать самое лучшее. Если вы хотите сэкономить бюджет, то, безусловно, есть аналоги, которые неплохие в этом плане. Я не могу сказать, что это плохо искать аналоги или есть какие-то минусы того, что вы там играете. Все играют в меру своих возможностей, в меру своих сил. Поэтому, если хотите искать аналоги, ищите их. Если хотите выжать все по максимуму, берите Tenor G19. Выплюнул. Какая разница, я же не все равно. Очень тяжело, но можно типа... Вот знаешь, вот ты играешь иногда, разница еще. Друзья, вот только закончили мы с Денисом тест накладки Butterfly Tenor G19. Я расскажу свои впечатления. Ну, в первую очередь, просто послушаю Дениса. Денис, что тебя запомнилось по поводу этой накладки? По поводу этой накладки я скажу первое. Очень хорошая задержка на накладке. Очень хорошо перекручивает мячи со стола и из дальней зоны. Это первое. Второе, мне понравилось очень вариативность вращения. Я могу также сделать очень хорошо плоское вращение и очень хорошо сильное вращение.
Мне это очень понравилось. Так, что еще? Ну, насчет подачи, я не знаю, я играю более мягкими накладками, чем эта накладка. Поэтому я ничего не могу сказать по этому поводу. Как тебе блок вообще? Блок очень понравился. Блок в плане, как бы сказать, если на тебя делают очень сильное вращение, ты можешь очень хорошо поставить низко, прямо на теле, что соперник. То есть мяч летит по более низкой траектории, например, да. по сравнению с Energy 05. Как тебе, например, на скрутке, вот в таких сбросах? О, скрутке она очень хороша, в том плане, ты не очень сильно Не вкладываешься, да? Ты не вкладываешься очень сильно, тебе достаточно сыграть одной кистью, и мяч уже встанет. То есть то, чего не хватало другим накладкам, вот, например, мы не берем сейчас Butterfly, там, серию Energy, тот же Axiom, тот же Donic, которым нужно делать предплечье, здесь это можно сделать одной кистью, и мяч реально летит в стол, просто не напрягаться. Это очень удивило, то есть и то, что контроль большой присутствует, это я тоже от себя хочу отметить. Их добить в этом зале. Так, друзья, вот только закончили мы с тестом накладки Butterfly Energy 19. Первые впечатления, как всегда, очень положительные, потому что специалисты Butterfly просто не выпускают какого-то негативного продукта, который может не понравиться любителям настольного тенниса и профессионалам. Почему? Потому что разрабатывается он под игроков, в первую очередь сильнейших игроков мира, которых контракт с Butterfly для того, чтобы соперничать с китайцами, которыми, напомню, играют накладка NDHS Hurricane, то есть чтобы она не проигрывала сцеплений, но она давала преимущество скорости, то есть в этом самом толчке выплевывания мяча, который недостаток есть Hurricane. То есть я думаю, что эта накладка отлично подойдет для того, чтобы свободно конкурировать с китайскими спортсменами на международной арене. В первую очередь хочется отметить ее задержку на мяче. То есть мяч на накладке задерживается очень долго, даже по сравнению с Energy 05 это невообразимо. В первую очередь, перед тем, как подойти к этому тесту, я, конечно же, прочитал много отзывов в интернете этой накладки, от самой фирмы конкретно. Что говорит нам фирма? Фирма говорит нам, что здесь идет губка Energy 05, а топшит у нас взят из Gignixa. Да, в первую очередь, когда я открыл конверт, я заметил, что действительно топшит отличается от 05 тем, что вообще другой рисунок самого шипа, и они отличаются. То есть это видно по топшиту.
Это видно по топшиту, как он светится, как он блестит, это бросается внимание. То есть топшит здесь идет от Дигникса. Тем самым он идет еще более цепче. Также недавно видел интервью Кирилла Герасименко, который говорил, что то, что не хватало 0,5 при зацепе и в начале атаки, здесь присутствует. То есть вот это вот какой-то маленький недостаток вращения, здесь он решен с этим вопросом, поэтому она в этом дает большое преимущество. По поводу задержки на мяче, вот все элементы, вот, ну, накат, это понятно все, топс делается без особых усилий, то есть не надо вот вкладывать предплечье, допустим, если 0,5 еще нужно вкладывать, то здесь просто вот кистевые движения и все летит на стол. То же самое перекруты состава, скрутки, обычные перекруты. Все делается, да, до скрипа подрезки, конечно же, нужно все равно подсаживаться, нужно делать, но опять же, у кого хорошо работает кисть, это все делается легко с кистью, то есть основные преимущества в этом, то что задержка на мяче очень классно, очень она переигрывает в том, что не справляется некоторые с твоим вращением. Мы играли с Денисом, у него очень много мячей просто слетали, попадали в ребра, потому что мяч задерживается на мяче, еще и ускоряется, тем самым очень неудобно для соперника. Что еще отметить стоит, это то, что мяч летит по очень низкой траектории, то есть он отличается от того же Дигникса и Tenor 05, потому что он летит более низко, я не могу сказать, что более прямолинейно, но он в конце садится. И это опять же очень непривычно, когда ты ее ждешь, ну, как бы так, чтобы он подскочил на верхней точке, а он перед тобой падает. Опять же, это проблема для соперника, но преимущество для того, кто использует эту накладку. Друзья, вот мы закончили с тестом мега новинки Butterfly Tenor G19. Все мы рассказали, все мы учли, то, что вы просили в предыдущих видео. Если хотите купить эту накладку, обращайтесь в наш магазин Table Tennis for You TT4U. Ссылка на этот товар и покупку ее будет в описании под этим видео. Обязательно поставьте выпуску лайк или дизлайк, если вам не понравилось. Но если ставите дизлайк, просьба, пожалуйста, указать в комментариях, что было не так, что не понравилось, чтобы мы на следующее видео постарались это исправить, постарались сделать еще более интересное и качественное видео, для того, чтобы вы легче определились с большим изобилием инвентаря для настольного тенниса и подобрали действительно то, что вам подходит и что улучшит вашу игру в настольный теннис. Спасибо вам за внимание, спасибо, что смотрите нас. Не забывайте подписываться на канал. С вами был Олег и канал Table Tennis for You. До новых встреч!